заснеженные горы всегда таят в себе больше, чем кажется на первый взгляд. Именно здесь, на отдаленной тропе, охотник по имени Андрей услышал слабый, едва различимый звук. Сначала он решил, что это лишь скрип снега под ногами или хруст ветки в морозной тишине, но, прислушавшись, понял, кто-то зовет на помощь. Шаги привели его к едва заметному бугру, укрытому плотным слоем снега, и только редкое, глухое рычание под поверхностью выдало, что там живое существо. Андрей присел на колени и начал руками разгребать снег, чувствуя, как холод мгновенно пронизывает пальцы до костей. Но останавливаться было нельзя, потому что каждая минута могла стоить жизни. Когда он добрался до шерсти, сердце забилось быстрее, под снегом оказался волк. Его дыхание было прерывистым, тело едва шевелилось, а глаза, полные страха и отчаяния, смотрели прямо на человека, словно умоляя не бросать его. Андрей понимал всю опасность момента, истощенный зверь в любой миг мог сорваться, но мысль о том, что он не успеет, подталкивала работать быстрее. Снег крошился под его руками, ногти ломались, но он продолжал, пока не сумел освободить лапы животного. Волк сделал слабую попытку подняться, но силы оставили его, и тогда мужчина снял куртку, прикрыл зверя и, не думая о риске, поднял его на руки. Дорога до деревни казалась вечностью, но когда Андрей, задыхаясь от усталости, втащил волка в сарай и уложил его на сено, он увидел главное: в глазах зверя больше не было отчаяния. Там появилась тишина и странное доверие, которое навсегда останется в памяти. И уже через несколько дней, оправившись, волк поднялся на лапы, задержал на нем долгий взгляд и растворился в лесу, оставив мужчине не только память о спасенной жизни, но и чувство, что этот момент изменил их обоих. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.